Всем привет, драконяты! Вы на канале Эндерлала Крафт, и сегодня я расскажу вам о происхождении глаз бога Гео персонажей. В игре их сейчас 4, включая Архонта. Ссылка на видео с разбором глаз бога аниме персонажей будет в описании и подсказки к данному ролику. Не буду задерживать, поехали! Начнем с персонажа, который выдается каждому при открытии молитвы новичка – Наэль, горничная Орда Фавониус, которая страстно мечтает однажды пополнить ряды Ордена. Как-то раз Наэль попыталась исполнить свою мечту заранее. Несколько лет тому назад она провалила отборочное испытание в 7-й раз. Такой результат не был неожиданностью, но все равно она отчаялась. Этикет, фехтование, красноречие – неужели все старания впустую? Она помнила сильные стороны каждого из официальных рыцарей, но разве кто-нибудь запомнит настоящую неудачницу? Стремление Наэль стать рыцарем никогда не угасало, но на этот раз быстро вернуться на ноги ей помешала усталость. Она чувствовала себя так, будто после дня и ночи хождения по промерзлой тундре на нее навалился предательский сон. В тот момент врата Ордена вдруг распахнулись, и вышел действующий магистр, Джин, которая также руководила отборочным испытанием. Наэль было растерялась, но тут же невольно изобразила стандартное рыцарское приветствие. До нее сразу дошло, сколь опроветчивым был этот жест, и оставалось только догадываться, что могла подумать Джин. Но пока она, не находя себе от стыда места, раздумывала пуститься на утек, Джин ее остановила и ответила на приветствие. Наэль опешила и выдавила неловкую, но искреннюю улыбку. Тот счастливый день останется в ее памяти навсегда, ведь к ней пришло огромной важности признание от Джин и от богов. Ее усилия не забыли. С того дня, сжимая в руке глаз бога, она укрепилась в вере, что когда-нибудь наденет те доспехи и станет мягкой, надежной и поистине вездесущей. Альбедо – гений, именуемый принцем Мела, главный алхимик и глава исследовательской команды Орда Фавониус. Получив глаз бога, Альбедо не сильно удивился. И действительно, получив глаз бога, Альбедо лишь мельком взглянул на него и продолжил работать. Ничто в нем не дрогнуло, будто произошло что-то само собой разумеющееся. Для Альбедо глаз бога лишь удобный инструмент для исследований. А истинную радость ему приносит то, как непознанное становится познанным. Когда-нибудь он откроет все тайны мира, в том числе и тайну глаза бога. Нингуан – самая влиятельная женщина Лiyue. Как часть группировки Цисинь, она символизирует не только власть и закон, но также богатство и разум. Как создаются глаза бога, не знает никто. Они всегда появляются из ниоткуда, оставляя сотни жаждущих признания во тьме бесплотных поисков. Глаза бога после гибели хозяина превращаются в пустую оболочку без капли сил элементов, и возродить их возможным не представляется. Но остается крохотный шанс, что такой глаз вступит с кем-то в резонанс, причем с кем-то одним. Первый раз увидев такой пустой глаз бога, Нингуан невольно подумала: «О, вот еще одна возможность заработать. Толстосумы будут рады выложить за него кругленькую сумму. Даже если он не начнет с ними резонировать, так станет великолепным украшением. Упускать такую возможность грех. А ежели пустые глаза бога можно как-нибудь собирать, так почему бы не открыть прибыльное дельце?» В одной руке Нингуан перекатывала прохладную стекляшку, а другой намечала план аукциона. От мысли о грядущем богатстве она рассыпалась в улыбке, и тут из глаза бога полился свет. Нингуан с окаменевшей улыбкой не отрывала взор от ожившего глаза бога. Вошедшие слуги Нингуан поспешили поздравить хозяйку с приобретением столь ценного сокровища, но полное недовольство Нингуан резко бросила: «Чему тут радоваться? Как мне теперь его продать?» Далее возможны спойлеры, если еще не закончили 6-е задание 3-й главы 1-го тома под названием «Церемония Вознесения». И заканчиваем мы бывшим геоархонтом и консультантом ритуального бюро Ван Шен Джин Ли. После того, как спектакль «Церемонии Вознесения» был мастерски поставлен и сыгран Джин Ли, исполнившим в нем главную роль, сеньора, одна из предвестников Фатуи, лично явилась к нему. Согласно заранее подписанному договору, она пришла за сердцем бога Геоархонта Морокса. Стоя лицом к лицу перед путешественником и 2 предвестниками Фатуи, Джин Ли честно рассказал о соглашении с Крио Архонтом,
По его словам, это его последний договор, контракт, завершающий все контракты. Но кто бы что ни говорил, потеря божественных сил – слишком высокая цена даже за то, чтобы защитить Лiyue. Среди простых смертных существует незыблемое правило равноценного обмена. Бог контрактов за долгие тысячелетия своего существования подписал великое множество контрактов, поэтому такое важное соглашение просто обязано сулить ему некие выгоды. Итак, Гео Архонт отдал свое сердце Бога по контракту. Так что же такого могла предложить ему Крио Архонт, чтобы уравнять чаши весов? Но это были все истории персонажей с глазом бога Гео на данный момент. Можете написать в комментариях, какой элемент мне разобрать дальше, поставить лайк, если вам было интересно, и вы узнали что-то новое, а также подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить самые новые видео. А с вами была Эндрелала, всем удачи и всем пока!